Доброго времени суток, друзья! Спасибо, что остаетесь неравнодушными к нашему каналу Артем и Мама Арт. Приходите, поддерживайте, нам это очень-очень приятно. Сегодня методом проб и ошибок буду снова лепить из полимерной глины, в этот раз девочку на чашку. Взялась, можно так сказать, уже за изготовление подарков, потому что скоро 8 марта. И пока есть время, предлагаю вам тоже сотворить что-нибудь со мной для своей мамы, сестры, дочери, бабушки, подруги, коллеги. По поводу марок полимерной глины, которую я использую, так как я живу в Украине, у нас доступны в продаже джем или джам, ліпили-говорили, фімо и просто такими колбасками, брусочками без названия и сроков хранения. Честно сказать, фимо я еще не пробовала, но видела, что очень много мастеров делают именно из этой полимерной глины, но она достаточно дорогостоящая. Джем и все остальные более доступны от 10 до 15 гривен за 20 грамм. Кстати, вы видите личико куколки я протираю влажной салфеткой. Зачем это нужно? Пока лепишь, все равно какие-то пылинки, ворсинки, волоски могут прилететь, их нужно смахнуть. И таким образом мы можем убрать наши отпечатки пальцев.
Смотрите, ребята, у меня нету специальных инструментов, такого расширенного выбора инструментов для работы с полимерной глиной. Например, у меня нету такого шприца или раскатки, которой можно сделать тонкие колбаски или очень тоненько раскачать и использовать полимерную глину. Но я не отчаиваюсь. Видите, я вышла из положения, взяла стеклышко. Стеклышко, кстати, у меня из фоторамки. Фоторамки оно пока что не нужно, поэтому я им спокойно пользуюсь для раскатки полимерной глины. Да, это занимает немного больше времени, чем если бы вы имели специальный шприц. Кстати, такой шприц вы можете купить где угодно, даже на AliExpress. В Украине его цена в районе 200 гривен, на AliExpress, может, вы немножко сэкономите, 160-170 гривен. То есть не намного доступней. Ждать придется, наверное, около месяца. То есть вручную выкатывать возможно, но это немного затратней по времени. Так как для меня вот эти чашки, попытки что-то сделать своими руками, это творческий процесс, мне интересно получать удовольствие от проведенного времени, так что для меня это не проблема. А вы уж смотрите, как для вас лучше.
После того, как все детали уже закреплены, я даже вот камушки решила в этот раз использовать, помещаю нашу куколку прямо на чашке в духовку, не микроволновку, а именно духовку при температуре от 110 до 130 градусов на полчаса, на 30 минут. Таким образом мы ее запекаем, даем остыть вместе с той же духовкой и дальше можем ее отделить от чашки, довести до ума. Видите, в данном случае у меня из-за смешивания нескольких цветов сиреневый почему-то поблек, выгорел. Может быть проблема именно в температуре в духовке. Хотя другие цвета, как вы видите, волосы, желтенький, другой темно-сиреневый, они остались в том же цвете. Ничего с ними не произошло. Так что я думаю, это просто пошла какая-то такая химическая реакция. Поэтому я закрасила ненужные моменты, неудавшиеся моменты акриловой краской, которая у меня в достаточном количестве. Уже учитывая свой опыт, на клей-моменте, на клей-пистолете, секунде, фигурки ни на чем не держатся при использовании, при мытье чашек. Мой выбор пал на эпоксидный клей. Использовать его желательно на открытом воздухе, не в помещении. Если делаете это у себя дома, обязательно открывайте окна до и после. Хорошо проветрите, потому что он достаточно токсичен. Быстро смешивайте два компонента А и Б, как написано в инструкции, и быстро наносите на поверхность. Засыхает он очень-очень быстро. Пока что этими чашками пользуюсь около месяца, но за месяц еще ни одна фигурка не отпала. Так что все в ваших руках. Спасибо, что заглянули к нам. Хорошего вам дня!